Нам всем слишком знакома ситуация, когда любовь уходит, когда человек, некогда близкий, вдруг перестает вызывать эмоции, и вместо тепла появляется раздражение или скука. Иногда это происходит внезапно, а иногда незаметно, шаг за шагом. За этой общечеловеческой трагедией стоит один из самых базовых механизмов психики – прогнозирование будущего. Именно он незаметно переписывает сценарий отношений, меняя то, что мы чувствуем. После краткой теории мы сначала вас разочаруем, а затем дадим надежду. В этом видео как механизм прогнозирования сводит любовь на нет, почему ничего нельзя сделать. Что можно сделать? Подписывайтесь на канал, здесь мы разбираем устройство психики человека в рамках идеи, что мозг – это машина прогнозирования будущего. Такой подход позволяет объяснять даже самые парадоксальные явления психики, а главное, дает каждому возможность самостоятельно разбираться в причинах своих проблем. Если вы уже знакомы с теорией по предыдущим выпускам, можете сразу перейти к следующему разделу. Тайм-код указан в описании и на таймлайне. Выживание любого существа подчинено простому принципу. Чтобы выжить, нужно предвидеть опасные события и действовать до того, как они произойдут, а не после. Поэтому мозг, а точнее нейросеть, каждую секунду строит прогнозы, догадки о будущем на основе собственного опыта. Эти прогнозы неосознанны, то есть остаются незамеченными. Но для того, чтобы донести до человека их наличие и побудить его к действиям, существуют чувства и эмоции. Разберем, как работает страх. Допустим, волк стоит в 5 метрах, готовый к прыжку. Аналитический ум слишком медлительный, поэтому в дело вступает нейросеть. Она прогнозирует смертельно опасное событие – укус хищника. И чтобы его избежать, место, где это событие ожидается, получает обертку в виде страха. Страх выталкивает человека прочь. Когда волк прыгнет, человека в этой точке уже не будет. Реакция произошла раньше, чем прогноз стал реальностью. Радость – это антипод страха. Она маркирует позитивное прогнозное событие в месте, где оно ожидается, побуждая приблизиться и сделать его реальностью. Если при неожиданной встрече нас охватывает радость, значит неосознанно прогнозируются приятные события. Например, взаимопонимание, дружба, любовь. Таким образом, нейросеть помогает человеку чувствовать, где его ждет что-то важное или полезное, и побуждает двигаться к позитивному прогнозу, то есть пытаться сделать его настоящим. Стратегии приближения и отдаления, предлагаемые радостью и страхом, далеко не всегда эффективны. Поэтому у человека есть гораздо более мощный инструмент по избеганию или воплощению прогнозов – физические действия, за которыми стоит эмоция гнева. Предположим, на пол со стола летит чашка. Неосознанный негативный прогноз «разбитая чашка» окрашивается эмоцией страха, которая побуждает отдалиться. Однако в данной ситуации эта стратегия несостоятельна. Чтобы избежать негативного прогноза «разбитая чашка», необходимо вовремя ее схватить. То есть воплотить цель – чашка в руке, которая не имеет исходного негативного прогноза. И начинается действие, мотивированное гневом. Рука выбрасывается вперед. Алгоритм выживания выражается формулой наблюдение, прогноз, мотиватор, реакция. Он развивает классическую модель стимул-реакция, при этом утверждается, что неосознанные прогнозы являются для человека основными стимулами. Сначала мозг регистрирует информацию. Потом начинает строить прогнозы, что будет дальше. Эти прогнозы остаются неосознанными. Затем пространство, где прогнозное событие ожидается, получает обертку в виде радости или страха. Радость тянет нас к событию, страх заставляет держаться подальше. Далее включается мотивация гнева и начинаются физические действия, жесты и речь. Человек начинает менять будущее в свою пользу, избегать опасностей и приближать желаемое. И делает это автоматически. Процесс прогнозирования происходит постоянно и не ограничивается немедленными угрозами. Нейросеть предсказывает будущее на любом временном горизонте. Например, наблюдение пустого кошелька вызывает негативный прогноз «я останусь голодным». Предательство порождает прогноз одиночества. Открытая дверь квартиры вызывает пугающий прогноз «внутри кто-то есть». Таким образом, нейросеть позволяет человеку не столько знать, сколько чувствовать, что его ждет и где. И тем самым заранее избегать нежелательных событий и приближать желаемые. Главное помнить, эмоции страха и радости и прогнозные образы – это эквиваленты.
Если вы испытываете страх, значит в подсознании уже существует негативный прогноз. Если чувствуете радость, значит существует прогноз позитивный. Более подробное объяснение можно найти по ссылке в описании. Итак, почему отношения гаснут? Два человека, встретившись, не могут насытиться друг другом. Кажется, что отношения будут вечными, но со временем любовь незаметно уходит. Рассмотрим причины этого с точки зрения идеи, что мозг – это машина прогнозирования. Любовь к другому человеку означает наличие позитивных прогнозов, с ним связанных. Например, избавление от одиночества, близость, совместное времяпрепровождение, взаимопомощь. В начале отношений таких прогнозов очень много, и их эмоциональная окраска в совокупности создает чувство влюбленности. Однако, если в отношениях долго ничего не происходит, мозг пересматривает срочность и вероятность этих прогнозов. Некоторые из прогнозов воплощаются в реальности и теряют эмоциональную составляющую. Человек не может быть постоянно влюбленным. Это может звучать грустно, но по крайней мере избавляет от излишних иллюзий. Беда в том, что любой посторонний человек, обладающий хоть какой-то привлекательностью, имеет фору над постоянным партнером. Фору, которую дают прогнозы неизвестности и новизны. Однако и эти прогнозы не вечны. Чувства со временем гаснут. К сожалению, в этом случае ничего сделать нельзя. Разве что какие-то неожиданные события вдруг сделают партнера снова значимым и интересным, откроют его с какой-то новой стороны. Если близкий человек по каким-то причинам исчезает, нейросеть снова начинает прогнозировать важные события, связанные с ним. Например, предстоящий момент воссоединения. Угасшие чувства возвращаются, и партнер вновь становится желанным. Недаром говорят, чтобы понять ценность чего-то, нужно это потерять. А теперь к надежде. Не все так печально. Люди могут постоянно нуждаться друг в друге и срастаться, поскольку способности и взгляд на мир одного могут быть ответом на негативные прогнозы другого. И наоборот, такие отношения бывают особенно крепкими. Кроме того, некоторые позитивные прогнозы могут долго не пересматриваться. Например, если человек даже приблизительно не осознает ценность партнера. И эту ценность невозможно проверить временем. Подробнее об этом феномене можно узнать из руководства на сайте alifelo.com. Эпизоды совместного опыта, быт, дети, ссоры порождают негативные прогнозы, которые начинают ассоциироваться с партнером. Как следствие, партнер начинает вызывать неприязнь, отторжение, и любовь уходит. В таком случае, с помощью методики, которой посвящен данный проект, можно реанимировать прошлые чувства. Рассмотрим логику и механику этого процесса. Как работает механизм прогнозирования и накопления опыта? При первой встрече образ партнера вызывает приятные чувства, так как с ним связаны исключительно позитивные прогнозы. Каждое нежелательное событие, неосторожное слово, отсутствие внимания, предательство порождает новые негативные прогнозы, связанные с партнером. Прошлое является материалом для прогнозирования будущего, поэтому при виде партнера возникают прогнозы, связанные со всеми прошлыми событиями, в которых он фигурировал. Например, если когда-то произошла измена, имеющая прогноз одиночества, то образ партнера будет вызывать прогноз одиночества здесь и сейчас, даже если само событие случилось давно. И таких точек расхождения может быть довольно много. Работа нейросети не подконтрольна, поэтому чувства и эмоции невозможно убрать по желанию, а только заблокировать или подавить, что вызывает еще больший дискомфорт. По этой причине почти невозможно усилием воли простить человека, причинившего нам боль. Что в такой ситуации можно сделать? Отношение к чему-либо диктуется чувствами и эмоциями. Если они исчезнут или станут другими, то изменится и отношение к партнеру. Этой практике посвящен настоящий проект. Если термин осознание или инсайт вам знаком по предыдущим видео, пропустите этот сегмент, используя таймлайн или ссылку в описании. Практически каждый, кто испытал прорыв в терапии, сталкивался с эффектом, который называется осознанием или инсайтом. На каком-то этапе человек вдруг говорит «я понял», и за этим следует на первый взгляд что-то банальное. Я стал похож на отца, которого всю жизнь боялся. Я все время избегаю конфликтов. Мне нужна не слава, а зависть окружающих. Человек мог слышать это и раньше, от близких, друзей, даже от терапевта, но только теперь понял, что это так.
Что же делает это простое открытие настолько сильным? В чем суть эффекта осознания? Почему человек вдруг чувствует, что именно эта мысль верная? Ответ прост. Исчезновение дискомфортных чувств и эмоций, связанных с проблемой. Именно это становится подтверждением правильности вывода. Когда речь заходит о принципах психологической помощи, эффект осознания не упоминается в первую очередь. Хотя именно он и является ключевым, так как меняет отношение человека к происходящему. Когда чувства и эмоции исчезают, проблема, казавшаяся бесконечно болезненной, вдруг теряет свою остроту и становится абстрактной, при том, что в реальности ничего не изменилось. Именно возможность осознания делает психологическую помощь настолько эффективной. Если бы не это, терапия была бы всего лишь разговором с умным человеком, умеющим находить выход из трудных ситуаций. Но совет помогает не всегда. Осознанию поддается любая ситуация. Каждая психологическая проблема состоит из двух частей – осознанной и неосознанной. Осознанная часть – это то, что человек может описать словами. Например, «моя жизнь – рутина», постоянные ссоры с партнером. Неосознанная часть строится по схеме наблюдения, прогноз, мотиватор, реакция. Ключевой принцип таков: когда неосознанное становится осознанным, чувства и эмоции исчезают. В этот момент проблема теряет значимость и начинает казаться далекой, отвлеченной, даже если реальность не изменилась. Человек может не осознавать все элементы модели наблюдения, прогноз, мотиватор, реакция, не отдавать себе отчета в том, что он наблюдает, чувствует и делает, а главное, что неосознанно прогнозирует. Тогда как осознание неосознанных прогнозов и есть путь к избавлению от психологических проблем. Логика следующая. Отношение к любому предмету или явлению определяется чувствами и эмоциями. Чувства и эмоции связаны с прогнозами, с будущим, а не с настоящим. Как только прогнозы осознаются, чувства и эмоции исчезают. Отсюда отношение к любой ситуации можно изменить, осознав ее прогнозы. Эффект осознания не является попыткой в чем-то убедить себя, оспорить происходящее, подавить эмоции или снизить их силу. Он приводит к полному исчезновению чувств и эмоций, так как затрагивает радикальный механизм психики – взаимодействия сознания и подсознания. Страх существует не потому, что опасность есть, а потому, что подсознание построило негативный прогноз, а сознание его не видит. Когда прогноз осознается, то подсказка к реакции в виде страха исчезает, так как сообщение благополучно доставлено. Более подробно об эффекте осознания или инсайте можно прочитать в руководстве на сайте alifela.com. Итак, наша задача – избавить образ партнера от негативной эмоциональной окраски. Ключевой шаг – выявить точки расхождения с партнером, неприятные события, с которыми он ассоциируется, и опустошить эти эпизоды от чувств и эмоций путем осознания связанных с ними прогнозов. Для каждого найденного эпизода нужно применить базовый алгоритм, называемый «назад в будущее». Сначала исследуется контекст. Вопросами, что происходит вокруг, что было до, а затем прогнозы. Вопросами, что может произойти плохого и чего теперь не будет хорошего. Ответы необходимо давать в виде ситуаций и эпизодов. Важно учитывать, что прямым поиском прогнозов техника прояснения не ограничивается. Прогнозы часто можно найти только исследуя свои действия. Цели, варианты выбора, убеждения, правила и роли. Особое внимание следует уделить исследованию проекций партнера, то есть осознанию происходящего от его лица. Без этого часть прогнозов просто невозможно обнаружить. Полную технику можно найти в руководстве на сайте alifela.com. Важно учитывать, что образ партнера может быть разным в быту, на отдыхе или в компании, поэтому этот процесс придется повторить для разных контекстов. Когда все эпизоды будут избавлены от эмоциональной составляющей, отношение к партнеру изменится. При этом могут вернуться чувства и эмоции, связанные с ранними теплыми моментами, например, с первой встречей. Хотя из-за эффекта изнашивания они все же не будут такими сильными и яркими, как раньше.
Часто кажется, что отношения гаснут из-за изменившихся приоритетов. Люди становятся другими. Прежде чем делать такие выводы, попытайтесь уладить точки расхождения с партнером. Возможно, вы обнаружите, что изменившиеся приоритеты были всего лишь рационализацией негативных прогнозов. Именно они разводят нас с близкими, часто маскируясь под скуку или разность менталитетов. Не стоит пренебрегать и традиционными подходами, не важен метод, важен результат. Действуйте так, как подходит лично вам. Иногда простая беседа о своих переживаниях помогает восстановить отношения. Проблема в том, что откровенности часто мешает стыд. В таких случаях предлагаемая методика становится особенно полезной. Бесспорно, что возможность починить отношения не означает, что их нужно чинить. Воля ваша. Однако вот в чем трюк. Присутствие чувств и эмоций означает, что некой информации вы о себе не знаете. Когда эта информация осознается, чувства и эмоции исчезают. Поэтому прежде чем принимать решение уходить или оставаться, не стоит ли узнать истинные причины своих переживаний. И последнее. Кажется, что уладить свое отношение к партнеру недостаточно, так как его отношение к нам не изменилось. Это не совсем так. Наше эмоциональное состояние часто является тонкой провокацией, поэтому, изменив его, мы убираем эту провокацию и меняем партнера через себя. Никто не застрахован от ошибок и глупостей, негативный опыт будет возникать снова и снова, поэтому очищать образ партнера от негативных чувств и эмоций придется регулярно, иначе отношения бывает трудно удержать, и смысл в этом может вовсе исчезнуть. Подписывайтесь на канал, здесь мы разбираем разные аспекты жизни и делимся методами самопомощи в свете идеи, что мозг – это машина прогнозирования будущего. Ваша поддержка помогает проекту развиваться. Удачи вам и любящих людей рядом.